Николай Константинович Рерих. Картина «Гонец. Восстал род-народ». Эта картина, являясь дипломной работой художника, была выставлена им в год окончания Петербургской академии художеств в 1897 году, где и была приобретена известным коллекционером Третьяковым для своего собрания. Тема славянства давно уже интересовала Рериха. Глубоко изучая историю Древней Руси, участвуя во многих археологических раскопках, художник мечтает создать серию картин «Начало Руси. Славяне». Идея картины была навеяна событиями, изложенными в летописи «Повесть временных лет» монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. Картина уносит нас в давно минувшие времена. Погружаясь в ее созерцание, поначалу возникает ощущение тишины и спокойствия. На холме стоит древнерусское городище, частокол вокруг него обвешан черепами коней, стародавний обычай славян — защищать себя от несчастий. Яркий серп луны выглядывает из-за пригорка, таинственно освещая округу. Погрузились в безмятежный сон и жители городища. Но спокойствие это обманчиво. На переднем плане мы видим лодку с двумя мужчинами. Один из них стоит на корме, управляя лодкой. Второй — старик-гонец. Сидит, задумавшись, спина его сгорблена. Он везет дурную весть. Восстал род-народ. Быть в войне. Возможно, он желает предупредить о беде или просить о помощи, и ему нужно найти такие слова, которые бы предотвратили беду. Пока все вокруг спит, но в атмосфере уже царит тревожное, гнетущее ожидание, ибо тяжкая весть скоро нарушит это спокойствие, и какое будет принято решение. Вдыхает город освежающий поток реки безудержную глубину и даль. Спит люд, как спит вдали лесок, уснул, забыв и горе, и печаль. И мирный град, не ожидавший гроз, сейчас пробудится от грома слов. И бабий вой, и море горьких слез принес гонец о смуте меж родов.